Здравствуйте, с вами канал Вкусный огород Барнаул. Утро 19 августа, пригород Барнаула, район Штабки, мой участок. Сейчас около 8 утра. Вышел на улицу и обратил внимание, что ночь прошлая очередной раз была очень холодная. Даже сейчас видно, что идет изо рта пар, когда выдыхаешь. Мне стало интересно и положил термометр вот здесь вот на скамеечку. Но очевидно, что сильного мороза не было, поскольку вода, вот, например, в емкости не замерзла. Но очевидно, что было очень холодно. И сейчас еще холодно. И вот выяснилось, что температура к 8 утра что-то около 2 градусов, по-моему. Но это уже солнышко встало и как бы, ну я не знаю, должно уже немножко потеплеть, наверное. То есть есть основания предполагать, что где-нибудь на восходе должно быть еще холоднее. То есть температура, ну я думаю, около нуля. Ну, может быть, 1 градус тепла. Вот такие вот холодные ночи в августе в нашей местности. Бывают даже и заморозки. Этим я могу объяснить свои поступки тем огородникам, которые удивляются, почему я снимаю помидоры зелеными или не совсем поспевшими на кусту, особенно в открытом грунте. А дело в том, что вот когда такая погода, близкая к нулю, конечно, плоды теряют свои самые лучшие качества и практически нормально не поспевают. Уж лучше их снять, если они полностью сформировались, и отправить на дозаривание в квартиру. Вот такая вот погодка в нашей местности. Ну а если ночи теплые, ну хотя бы, я не знаю, градусов 5 и тем более 10, то, конечно, можно со сбором помидоров в открытом грунте и не торопиться. Не знаю, видно, нет, как пар изо рта идет. Ну, очень холодно. Тем более приятно полюбоваться вот цветочками, тысячелистнику. Такие холодные ночи нипочем. Бархатцы, всеми любимые. Вот гайлардия тоже радует своими яркими красками. Рядом колокольчик карпатский, голубой Дунай и белый альпийская баллада. И другие цветы тоже растут хорошо. Посмотришь на них и даже теплее становится. Вот, кстати сказать, вот здесь платикодон пересадил. Он у меня был в другом месте. К нему присмотрелся и высадил вот сюда. Эхинацию вот сюда тоже перенес. Одну из 3. У меня их несколько. Ну, здесь еще другие цветочки тоже растут. Клещевина радует своими красками. 2 слова скажу, что некоторые спрашивают, зачем я на участке держу такое ядовитое растение, как клещевина. Ну что можно сказать? Сами видите, какая она красивая. И если, конечно, соблюдать самые простейшие меры безопасности, то страшного ничего клещевина из себя не представляет. Вокруг очень много ядовитых растений. И тем не менее мы их высаживаем и выращиваем. Так что и клещевина тоже при самой простой осторожности никакой опасности не представляет. А вот там около теплички еще одна клещевинка. Я ее решил формировать деревцем, и вот она выросла, ну я не знаю, 2,5–3 метра, наверное, уже. Тоже смотрится очень красиво. Что можно сказать? Это, конечно, не очень хорошо для тех растений, которые растут в открытом грунте. Особенно для таких, как арбузы, дыни. Ну, тыква, она уже завязала крупные плоды. Вот видно, тыкве нипочем. А вот арбузики, к сожалению, по-моему, перестали крупнеть.
И очевидно, что в этом сезоне из-за такой погоды крупных арбузов не будет. Но арбузы все равно есть. И в открытом грунте вот грядочка арбузов. Несколько плодиков здесь, ну, скажем так, маленьких относительно есть. И в тепличке. В одной тепличке растут арбузы и дыни. Там тоже арбузики. Но в тепличке арбузы покрупней. Не намного, конечно, потому что теплица неотапливаемая, там тоже холодно. Но все-таки, конечно, там более щадящие условия. Ну, делать нечего. У природы нет плохой погоды, приходится приспосабливаться. Каждому огороднику приходится приспосабливаться к местным условиям. Что мы все и делаем. Уже практически поспела кукуруза. Капуста завязала хорошие кочаны. Репа, редька, брюква вроде бы растут нормально. Картошка, ну, тоже неплохая, уже подкапываем. Я уж не говорю про морковку, свеклу, все это есть. Кабачки, патиссоны, огурцы очень хорошо плодоносят. Помидоров вообще в тепличке очень много выросло. Намного больше, чем нужно. Перцы тоже в достатке. Так что все идет нормально. Приятно утром выйти вот так, тихо, спокойно и полюбоваться окружающей красотой. Вот видно, там, где лес, туман еще пока не сошел. Кто-то топит домик, вон видно уже с утра пораньше. Ну, действительно холодно. Так что пожелаю всем огородникам хорошей погоды. Всего самого доброго. До свидания.